Хотите попробовать такие пышные, сочные, нежные котлеты? Заходите за рецептом, друзья. Вам будет очень вкусно, а мне будет приятно. Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня будем делать шикарные куриные котлеты от Мишани. Мы взяли килограмм курицы, друзья, полкилограмма грудинки и полкилограмма куриных бедрышек. Вот такие вот бедрышки, видите, мы без шкурки. Сейчас давайте нарежем бедрышки на порциональные кусочки и грудинку и перекрутим на мясорубке, чтобы не было косточек. Вот косточка есть, видите, мы ее сейчас, вот эту косточку мы выкинем. И все остальное, ребята, мы нарежем. Ну вот, друзья, зачистили мы мясо от косточек и от лишнего жира. Сейчас мы его перекрутим. Доска нам больше для курицы не нужна. Давайте сразу переместим все мясо на вот такой вот поднос на мясорубке. И в середину немножко. Ну и будем перекручивать, друзья. Возьмем, друзья, лук. Давайте серединку сразу вымем, потому что, видите, это очень жесткая часть луковицы. Друзья, нарезали на такие кусочки, чтобы вошло в горловину мясорубки. И то же самое перекрутим его. Давайте на магашике мы его расположим. Вот так. Вот так. И мы взяли 150 грамм булочки на килограмм мяса. Сейчас мы его отожмем и тоже перекрутим, друзья. Друзья, мы перекрутили мясо, лук и булочку. Здесь у нас столовая ложка майонеза. Майонез придаст нежность нашим котлеткам, друзья. Добавим 1,5 чайной ложки горчицы дижоновской. Она не острая. Ребята, добавим яйцо. Соль.
чайную ложечку сухого чеснока, пол чайной ложечки перца. Сейчас нарежем лук-порей на полукольца, обжарим. Ну что, друзья, давайте пока фарш, так как он есть, поставим в сторону. Нагреем сковородку. Друзья, добавим масло. Примерно 1,5 столовые ложки. Ну и нарежем лук-порей, друзья. Мы его промыли хорошо. Сейчас нарежем полукольцами. Можно даже еще четверть, еще меньше. Друзья, масло, я думаю, нагрелось. Давайте отправим наш лучок. И сделаем сразу маленький огонек. Пусть он тушится. Друзья, а тем временем мы нарежем нашу зелень. Мы возьмем такую петрушку и зеленый лук. Ну вот так. Этого нам будет достаточно, друзья. И нарежем мелко-мелко. Ну вот, лучок стал золотиться. Давайте его перемешаем. Немножко присолим его. Вот так. Ну и пусть я потихонечку жарится, друзья. Он должен еще тушиться. Тушится лук. Мы займемся фаршем. Мы добавим еще, естественно, зелень. Вот так. Ребята, и для пышности, чтобы наши котлетки были пушистые и пышные, мы добавим примерно 1/3 часть чайной ложечки, друзья, соды. Это пищевая сода. Ну все, друзья. Ах, как пахнет лучок у нас. Ну вот и лучок наш карамелизировался. Давайте его отправим в фарш. Ну, друзья, теперь давайте соединим все наши ингредиенты вместе, чтобы они подружились между собой, поделились вкусом. И куриные котлетки, друзья, будут обалденные у нас.
Вы увидите. Будем их примерно вымешивать, ну, минут в 5-6, друзья. Друзья, посмотрите, какой наш фарш стал красивый. Посмотрите. Сейчас все впитает в себя лишнюю влагу, друзья, и фарш не будет такой жидкий. Друзья, мы фарш вымешали. Сейчас мы его накроем и отправим его в холодильник. Ну, хотя бы на час, чтобы все подружилось между собой. И в холодильник. Фарш простоял минут 40 в холодильнике. Ах, какой запах обалденный. Все ингредиенты между собой поженились, друзья. Запах, конечно, стоит обалденный. Давайте хорошо перемешаем. Вот так еще. Поставим сковородку на огонь. Друзья, нальем грамм 50 масла. Вот так. Пусть масло нагреется, и будем жарить котлеты, друзья. Ну, друзья, масло нагрелось. Давайте смочим руки и будем формировать котлетки. Вот так. Вот красавцы у нас получается. Котлеты жарьте на среднем огне. Обязательно. Если будет сильный жар, они просто у вас пригорят, внутри будут сырые. Вот это запахло, ребята. Переворачиваем котлетки наши. Запах обалденный. Котлеты будут, ребята, очень вкусные. Они начинают дышать, начинают подниматься немножко. Посмотрите как. Класс. Друзья, пока жарятся котлеты, мы включим греться нашу духовку. Нам нужна духовка 160 градусов. Ну, друзья, котлеты подрумянились с двух сторон. Давайте их будем вынимать на одноразовый противень, который впоследствии пойдет в духовку с ними. Смочим руки и будем формировать наши котлеты, друзья. Обязательно хорошо их отбить. Все, делаем овал такой. Вот так. И упаковываем. Опять же, отбили хорошо, друзья. Овальчик. Готов. Друзья, вот такие вот котлетки должны получиться у нас. Видите, какие? Прямо на ладони. И вот такие котлетки, друзья, у нас получаются. И еще одна котлетка, я думаю, войдет. Вот так, немножко сюда. Эту немножечко вот сюда. И это вот так вот. Ну и пусть себе жарится, друзья. Смотрите, какая-то красота.
А вот уже полуфабрикат у нас. Видите, какие красивые с двух сторон. Такие котлетки красивые, ребят. Посмотрите. Видите, какие они красивые. На две котлетки. Еще маленькая получится. Очень маленькая. У меня когда сын был маленький, он говорит: папа, сделай мне маленькие круглые котлеты. Он плохо ел в детстве. Я от радости делал много этих маленьких котлет, он съедал одну и больше не хотел. Я его спрашивал, вкусно? Он говорит: да. Хочешь еще? Он говорил: нет. Вот еще маленькая котлетка у нас будет. Сейчас мы еще нажарим другую сторону. Красиво уложим в одноразовый противень и в духовке на минут 20. Вот и все. Друзья, духовка нагрелась, с духовки 160 градусов. Давайте отправим наши котлеты. Вот так. Ну и поставим таймер хотя бы на 20 минут. Ну, 20 минут больше не надо, я не думаю, что больше надо. Друзья, прошло 15 минут, посмотрите, какие красивые, пышные стали наши котлеты. Ну, закроем, не будем им мешать. Друзья, прошло еще 10 минут, наши котлеты стали еще более пышные и красивые. Настало время их вынимать. Температура была правильная, видите, даже жидкости нету в нашей посуде. Значит, вся жидкость осталась в котлетах. 160 градусов – это достаточно. Больше это будет перегрев, и они просто начнут выделять сок. И внутри тогда они будут сухие. Посмотрите, какая красота. Ну вот, друзья, вынули наши шедевры с духовки. Дадим возможность немножко отдохнуть, чтобы сок и жирок распределился внутри равномерно, а потом будем пробовать наши шедевральные котлеты. Друзья, пользуйтесь моим рецептом, передавайте друзьям, и мне будет приятно. А вам будет очень вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, скоро пойдем на дегустацию. Друзья, посмотрите, какой шедевр у нас получился. Какие пышные котлеты. Сейчас, ребята, мы будем их пробовать. Смотрите, какая красота. Очень вкусные. Они не сухие, ребята, они очень сочные. Друзья, на улицу мы не пойдем на балкон, потому что неудобно там дегустировать. Солнце бьет прямо в глаза, и ничего мне не видно. Значит, друзья, вот такой вот шедевр шикарный у нас получился. Вот такие котлеты куриные от Мишани. Посмотрите, какая-то красота. Сейчас будем их пробовать, и я поделюсь с вами своим мнением о мишаниных котлетах. Хотя я знаю свои котлеты. Рецепт будет в описании ролика, ребята. И все ингредиенты. Смотрите внимательно. Давайте попробуем. Ну, давайте возьмем вот эту котлетку. Запах, конечно, стоит, ребята, обалденный. Я хочу, чтобы вы посмотрели эту котлету. Это не котлета, это шедевр. Друзья, давайте мы ее отрежем, разрежем и посмотрим внутри. Ребята, посмотрите, какая-то шикарная и сочная котлета. Посмотрите, сколько сока в ней, посмотрите. Видите, сколько сока в ней? Очень вкусная котлета. Давайте ее попробуем. То, что она сочная, вы уже видели. Давайте мы сейчас попробуем ее на вкус. На запах она обалденная, потому что здесь был жареный лук-порей, зеленый лук и белый лук, друзья.
Боже. Друзья, сладость жареного лука. Мы не перебили вкус лишними специями, друзья. Получилось очень вкусные котлеты. Мясо даже не жуется. Оно просто растворяется во рту, друзья. Шикарные котлеты. Друзья, повторяйте мой рецепт. Мне будет очень приятно. Котлеты на самом деле очень вкусные. Все мои рецепты проверенные. Если рецепт плохой, вы его не увидите. А моя экспериментальная лаборатория, она же кухня, всегда открыта 24 часа, ребята. Все вопросы, что вам будет интересно, любой вопрос, я вам все отвечу на ваши вопросы. Спасибо за ваши хорошие комментарии. Спасибо моим подписчикам, что ставят лайки. Огромное человеческое спасибо всем, друзья. Всех люблю. Берегите друг друга. Мира, добра и всего самого наилучшего. От всего сердца вам.